Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Курс доллара, курс евро, курс рубля. Давайте рассмотрим, что будет влиять на курс рубля, что нас ждет в первой половине дня. И начнем с макроэкономических показателей. Так, ну вот на дневках рубль-доллар застыл вот в такой проторговке. Вот, но эта проторговка направлена все равно вверх, в сторону укрепления доллара. Сейчас с утра идет рост китайского фондового индекса. Скорее всего, закроется он в плюсе. Рост уже порядка 1%, там 0,7-0,8. Если на момент открытия российской площадки динамика сохранится, то это будет позитив для российского чермета. Северстали, ММК и НЛМК. Так, есть вот тревожный звонок у нас, это индекс доллара. Индекс доллара начал расти, он закрепился выше сильного уровня. И если у нас сегодня такая динамика продолжится, если он не провалится под это значение, то это будет негатив для российского фондового рынка, для российского рубля, потому что такой процесс говорит о том, что пошел риск-офф, будет выход из рисковых активов. Точнее, судя по динамике, он уже достаточно активно происходит. Что же может быть первопричиной? А первопричина здесь, я думаю, очень нехитрая. То, что ФЕД начал сокращать свой баланс. Вот, соответственно, это сигнал, тревожный весьма сигнал. Но остается здесь небольшая вероятность того, что он провалится под этот уровень и закрепится, соответственно, где-то вот в этом диапазоне. Вероятность небольшая, но тем не менее, если все-таки это произойдет, это будет позитив и возможный драйвер для того, чтобы текущий статус-кво сохранялся или, может быть, даже немного улучшился. Но то, что касается укрепления рубля, дальнейшего роста нефти и российский фондовый рынок, чтобы не просел. Вот. Но вероятность такого процесса невелика, здесь больше напрашивается то, что он будет, ну, с утра он может вот сюда вот задернуться, это будет позитив, а потом, скорее всего, в рост. Так, друзья, ну вот возвращаясь к новостям, наш телеграм-канал. Ну, во-первых, в ночь вышла новость о том, что Германия может ввести санкции к России за убийство там какого-то неоднозначного товарища. Вот. Ну, здесь, конечно, санкции Германия к России не ведет, потому что сейчас Германия с Россией в очень хороших отношениях. Вот. Но, тем не менее, какое-то давление, какой-то всплеск на этой новости может быть так или иначе отыгран. Ну, здесь вероятность не очень высока того, что это вызовет как-то колебания курса рубля к доллару и евро, потому что сегодня масса и так событий. Это и заседание ЦБ РФ, и, соответственно, процентная ставка решений. И вечером потом Пауэлл выступает. И поэтому здесь влияние этой новости, конечно, оно сведено к минимуму. Но, тем не менее, то есть с учетом того, какие сейчас идут движения, то, что в Америке предвыборная гонка в разгаре, эту новость в любой момент могут как козырной туз из рукава достать. Так, ну вот баланс ФРС стал снижаться. Ну вот электроэнергия напрягает в каком плане? Она не растет. То есть получается вот этот выход с карантина, который в Соединенных Штатах проходил, он не набирает обороты. То есть идет даже спад. Почему это происходит? То ли вторая волна, то ли там вот эти массовые беспорядки, выступления, пока непонятно. Но факт заключается в том, что есть и условия для охлаждения американского индекса и фондового рынка. Так, ну и вот данные, то, что касается позиций по фьючерсам. Какие здесь выводы можно сделать? По евро-рублю и евро-доллару юридические лица уменьшают шорты. Вот. Ну и вот наш физик волшебный в нефти как сидел, так и сидит. Ждет, видимо, задерга на 47.57. Так, ну вот волатильность-то у нас, она, в общем-то, падать пока желанием не горит. А когда волатильность не падает, это может свидетельствовать о том, что идет, скажем так, набор негатива для проседания рынков. Да, то есть здесь она пока вот этот повторный рост не произошел, но тем не менее, вот исходя из того, как здесь движение вот это было сформировано, мы уже должны были куда-то спуститься под 30, но такого не происходит. Так, ну вот график S&P 500, здесь застряли в проторговке под существенным уровнем 3130.
Вот, поскольку этот уровень не пробивается, то, соответственно, и роста нету. Но на текущий момент позитивные драйверы для роста, они отсутствуют. ФРС баланс сокращать начало. Но я не знаю, если только сегодня в 8 вечера Пауэлл объявит о каких-то новых волшебных мерах и дополнительных триллионах, или отрицательные ставки, скажет, что в ближайшее время будут. Как бы, исходя вот из этого графика, на текущий момент особого никакого оптимизма и вариантов для роста нету. Что может здесь произойти? Если пойдет пробой вот этого волшебного уровня и закрепление над ним все-таки произойдет, то мы действительно будем наблюдать попытку отскока в эту область. Но вот сейчас на текущий момент драйверов не наблюдается. То есть либо проторговка, продолжение, либо спад. Вот. Ну, соответственно, если S&P начинает падать, это для всех остальных рынков армагеддец. Так, далее стоимость барреля в рублях. Но здесь, видите, идет постепенное поджатие. И я думаю, уже как бы в июле, в августе мы увидим пробой вот этого волшебного значения, вот этого диапазона. И сразу задер куда-то вот сюда вот. В идеале сходить вот сюда. Вот это, скажем так, для текущей ситуации, для российского бюджета, для российского правительства был бы как бальзам на душу. Вот. Вопрос только, каким образом это движение будет построено. Пока не до конца ясно. Но я думаю, высока вероятность того, что мы в августе, в сентябре вот в эту область, к этому значению пойдем. Вопрос только, как это будет сделано. Вот то, что нефть придет в диапазон 50-57 и там закрепится, пока, я думаю, такой сценарий, он, конечно, возможен, но маловероятен. Поэтому, видимо, здесь будут какие-то другие действия. Какие здесь другие действия? Это курс рубля. Поэтому данный график вот у меня лично вызывает определенные опасения за курс национальной валюты в обозримом будущем. Так, друзья, ну и вот нефть. По нефти пошло движение на перехай данного значения. Сегодня открытие с гэпом. Какой здесь есть ключевой момент? Ключевой уровень здесь 41,7, 41,6. Если сейчас, в ближайшее время, утром будет его пробитие и закрепление, то вот этот вот весь рост сойдет на нет и пойдет возврат вот сюда, вот в этот диапазон. Если мы удерживаем этот уровень, то у нас ближайшая цель движения находится на 42,8 и, соответственно, 42,8 достигаем. Если здесь закрепляемся, это позитив для курса рубля, позитив для российского рынка. И, соответственно, по факту проторговки и набора позиций будет выстрел на тестирование перехая. Если пробиваем на объеме 43-41, пойдет закрытие гэпа, который там в районе 45 находится. Вот если гэп закроем, еще и там начнется проторговка в силу определенных причин, то это будет очень хорошо. По крайней мере, для курса рубля, для российского фондового рынка, наверное, его уже мало что способно оживить в ближайшей перспективе. Вот, но тем не менее это тоже определенный позитив будет. Поэтому нефть, здесь два значения волшебные. Первое это 41,7. Если пробиваем и закрепляемся, то начинается проседание. Сюда потом тестирование 48. Если здесь вот у нас идет закрепление и дальнейший рост, то, соответственно, эта нефть может сегодня приподнять. Вот. Посмотрим, какие там новости по нефти еще сегодня будут. Вот. Но вполне как бы с таким движением мы на 42,8 и 43,4 сегодня с утра можем сходить. И эти уровни, по крайней мере, пощупать. Если так пойдет, то это позитив для рубля. Так, итак, рубль-доллар, дневной таймфрейм. Здесь у нас проторговочка, нефть растет. RGBI почти на перехай сходил. Вот он подходит к максимальным значениям. В 13:30 объявление ставки. И потом Набибуллина будет выступать в 3 часа. Итак, что нас ждет до этого момента? Итак, рубль-доллар, USD Tomorrow, часовой таймфрейм. Так, но здесь у нас картина указывает на то, что с утра пойдет укрепление рубля. Данный тренд будет сломан только в том случае, если мы с утра прямо пробиваем 69.95 на объеме. В этой ситуации мы пойдем вот сюда вот на 70.13.
пробивать этот уровень и торговаться в этом диапазоне. Но вероятность такого события, с моей точки зрения, с учетом того, что нефть у нас растет, она достаточно невелика. Здесь напрашивается скорее движение сразу на укрепление рубля. Вот с утра, я так предполагаю, пойдет пробитие 69,8. Если такое пробитие состоится, то сразу молниеносно будет отработана цель 69,6. Вот движение сюда вот. Вот. И далее, скорее всего, пойдет пробитие 69,53. И вот как только 69,53 пробивается, сразу идет молниеносный следующий скачок на 69,34. То есть здесь два момента ключевых. Первое — это пробитие 69,8 с утра на открытии, либо 69,95. Соответственно, пробитие 69,8 ведет сначала к отработке цели 69,65. Дальше, если 69,52 пробиваем, то идет отработка вот этого диапазона, который 69,34. Вот. Но сюда как бы движение, оно, я думаю, все-таки будет маловероятно, хотя оно возможно. Вот. Но в любом случае, если даже его задергивают сюда, скорее всего, потом пойдет движение к нижней границе, отбой от этого уровня и возврат вот сюда вот в рамках проторговки. Мы, конечно, находимся под влиянием цены на нефть. И плюс сегодня будут снижать ставку процентную. С одной стороны, снижение ставки — это позитив для экономики в большинстве случаев. Правда, здесь есть ряд нюансов, когда вопрос касается российской экономики. Но все равно на данном этапе это, я считаю, больше плюсов, чем минусов. Вот. Но для национальной валюты с точки зрения carry трейда снижение процентной ставки — это негатив. Потому что она после этого начинает ослабляться. Она становится менее привлекательна для покупки долговых ценных бумаг государственных, для внешних контрагентов. Вот. И поэтому, исходя из текущей ситуации, я ожидаю небольшое укрепление рубля, вот, который в случае пробития 69,53 станет более ощутимым, и мы сходим вот сюда. Вот. Но здесь вот я не уверен пока, что пробитие такое пойдет. Хотя, опять же, могут посрывать стопы, куда-то сюда забуриться, как у нас в последние дни картина развивается, и даже сходить вот сюда вот, потому что есть определенная цель, которая осталась на уровне 69,96. 68,96, прошу прощения. Вот. Короткий задерг сюда могут сделать, но я все-таки думаю, такого не будет. Либо вот сюда сходим, потом отскочим, либо если здесь пробьем, коснемся вот этого значения и потом пойдет рост доллара. Вот у меня такое видение с утра по рубль-доллар. Так, ну вот у нас дневной таймфрейм рубль-евро. Здесь опять же тоже проторговочка, как у доллара. Эта проторговочка, она имеет характер поджатия к верхней границе с ростом евро против рубля в перспективе ближайшей самой. Но текущая ситуация по евро-рублю, она тоже указывает на то, что рубль, скорее всего, с утра к евро будет укрепляться. Такой тренд наиболее вероятно сохранится с утра до обеда. Вот. Может быть, конечно, короткий отскок. И в случае пробития вот этой верхней границы мы увидим закрепление выше этого значения и рост евро к рублю. Ключевой момент — это вот этот уровень, который 78,5. Вот. С утра, я думаю, если все-таки пойдет движение вверх, то есть укрепление евро, и если мы видим пробитие 78,35, то в этой ситуации мы увидим движение вот к этой зеленой линии 78,5. Такой ход событий, он возможен, но я думаю, с учетом ситуации по нефти, он маловероятен. Здесь наиболее вероятный сценарий с утра — это пробитие 78,25. Как только это будет пробито, вот у него есть ключевая цель, которая осталась не отработана, это 78,14. 78,14. Он приходит сюда. Далее, если пойдет пробитие 78,07, 78,06 на объеме, то отсюда вполне как бы может произойти добитие. Цель этого добития отработать вот этот диапазон. Вот этот диапазон отрабатываем. Если здесь начинается снижение объема, то отсюда будет отбой.
и, соответственно, возврат поэтапно сначала на 78.13, потом на 78.3. Если отбоя не будет, если здесь пойдет закрепление, проторговка и рост объема, то, скорее всего, отсюда пойдет дальнейшее укрепление рубля к евро. И цель движения здесь будет 77.72. И есть волшебный уровень 77.5. Вот этот уровень, он железный. Его вероятность пробития она крайне маленькая. Если даже сюда все-таки задернут, то отсюда, скорее всего, будет отбой и рост евро к рублю. Вот, я думаю, с утра вот мы сюда сходим. Вот, если потом пробьем вот эту волшебный диапазон, то будет короткий задерг, цель которого вот эта оранжевая линия. То есть вся светопляска будет вокруг нее, потом пойдет, я думаю, наиболее вероятно отскок. Есть вероятность того, что с утра, если будет пробитие вот этого уровня диапазона, то мы увидим рост евро к рублю. Но пока такая вероятность, она не очень высокая. И скорее всего, вот это движение, то есть по пробитию вот этой части и росту евро к рублю, оно будет либо ближе к заседанию ЦБ и объявлению ставки, или же будет во второй половине дня уже где-то часа в 4. Вот я думаю, события таким образом будут построены. С утра на открытии куда-то сюда-сюда. И потом постепенное восстановление евро к рублю и движение по направлению к данному значению. Так, это что касается рубль-евро. Так, друзья, ну и вот евро-доллар, увы и ах, голова и плечи. Цель движения вот сюда, вот, в этот диапазон. То есть здесь, конечно, есть вероятность того, что мы увидим проторговку и возврат. Вот, но на текущий момент времени, я думаю, высока вероятность того, что разовьется движение вниз. Вот это движение вниз и ослабление евро к доллару не будет. В том случае, если мы сегодня уйдем на 1,1250, 12.48 и закрепимся, закроем неделю вот где-то в районе этого значения. Тогда да, тогда вот эта конструкция, скорее всего, ломается и евро будет к доллару расти. Вот, но сейчас все указывает на то, что пошло падение евро. Так, ну часовик у нас рисует отскок. Цель этого отскока, опять же, вот этот вот сильный уровень 1,1248, 12,51. Отскок этот сегодня произойдет в том случае, если не будет пробития на объеме 1,196, 1,190. Вот если этот уровень на объеме пробиваем, то, скорее всего, все мысли об отскоке можно оставить. Отскок произойдет вот сюда вот с очень высокой степенью вероятности, если мы в первой половине дня закроем диапазон 1,1220, 1,1225. Вот такое мое видение. Спасибо за внимание.